Ее звали Эмили. Девочка с копной рыжих волос и вечно испачканными в чернилах пальцами, она каждый день приходила в старую техническую академию, где ее отец, мистер Джексон, мыл полы. Утром он будил ее рано, чтобы она могла с ним поехать и сидеть в библиотеке, пока он работал. Ни у кого не возникало вопросов, она ведь всего лишь дочь уборщика. Студенты и даже преподаватели проходили мимо, не замечая ее. Иногда посмеивались, мол, слишком усердно читает для той, кому суждено подметать, как и отцу. Никто не знал, что Эмили не просто читала, она запоминала. Схемы, формулы, конструкции сложнейших двигателей, принципы кодирования — все это она впитывала, словно губка. Однажды в академии случилась авария. Новый экспериментальный реактор, собранный для международной выставки, вышел из строя. Ученые и инженеры с именами, степенями и регалиями бегали по лаборатории, проверяя схемы, но все было тщетно. Времени оставалось всего 3 дня. Эмили наблюдала за этим с порога. В тот день она не пошла в библиотеку. Она стояла и смотрела, как взрослые теряются в панике. Никто не обращал на нее внимания, пока она не подошла ближе. Один из инженеров даже прогнал ее прочь, но она все же вернулась вечером, когда лаборатория опустела. Ночью, в полной тишине, она разобрала защитный корпус реактора. Нашла ключевую ошибку в алгоритме охлаждения и переписала часть управляющего кода. Работала она до рассвета. На утро, когда пришли сотрудники, установка была стабильна. Индикаторы показывали идеальные параметры. Сначала никто не поверил. Начали проверять, все работало. Когда они обнаружили изменения, их поразила чистота логики и нестандартный подход к решению. Никто из инженеров не признался бы вслух, что сам не додумался до такого. Когда стало известно, что исправление внесла Эмили, дочь уборщика, в академии начался настоящий шум. Те, кто еще вчера посмеивался, теперь с затаенным уважением смотрели ей вслед. Ее не стали сразу называть гением, но она получила приглашение на учебу, отдельное место в лаборатории и наставника, который действительно захотел научить ее большему. Потому что иногда, чтобы изменить мир, не нужно громкое имя, нужно просто знать, что ты можешь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.